Любимая фраза наших родителей и учителей «учись хорошо, иначе не найдешь себе хорошую работу» теряет всякий смысл, когда мы узнаем о том, как учились наши кумиры и другие известные люди. Эйнштейна считали отсталым, Джобс и Цукерберг бросили учебу в университете, Джон Траволта школьному образованию предпочел занятия танцами, Эминем был отчислен из школы за свое творчество, а Федор Бондарчук завалил вступительные в МГИМО. И все же это все не помешало им стать профессионалами своего дела. Итак, представляем вам самых известных двоечников, добившихся успеха. Альберт Эйнштейн был одним из самых знаменитых двоечников, но на самом деле это не совсем так. Есть несколько фактов из биографии ученого, которые были поняты неправильно и потому породили мифы о том, что он был двоечником и разгильдяем. Например, многие знают, что по физике у Эйнштейна была единица, однако это не помешало ему самому стать великим физиком. Но на самом деле в школах Европы иной раз другая система оценивания, противоположная нашей, и единица — это самая высокая оценка, в отличие от пятерки. Также учителя нередко твердили о том, что Альберт никогда ничего не добьется в жизни. Но это было не потому, что он был неучим, а как раз потому, что он был слишком умным, что многих даже раздражало. Так, если преподаватель на уроке мог сказать какую-то глупость, юный Эйнштейн не мог скрыть ухмылки, что и повлияло на отношение учителей к ученику. А вот то, что Альберт начал поздно говорить, и родители даже заподозрили у него слабоумие, правда. Но на самом деле, хоть ребенок и не горел общаться до 3-летнего возраста, потом он начал сразу выдавать целое предложение. Сейчас существует даже термин, введенный социологом и теоретиком Томасом Соуэллом — синдром Эйнштейна, он же late talker, поздний говорун. По мнению Соуэлла, многие одаренные люди также имели проблемы в развитии в раннем возрасте. О двоечниках-миллиардерах, я думаю, что многие из вас слышали. Так, например, Билл Гейтс считал многие школьные предметы настолько скучными, что он предпочитал их не изучать совсем. Родители пытались побудить интерес ребенка с помощью денег, которые платили ему за отличные оценки. Но надолго Билла не хватило. Однако, несмотря на оценки, Биллу удалось стать известным во всем мире предпринимателем, создать компанию Microsoft и войти в топ богатейших людей мира с состоянием в $124 миллиарда. И это не значит, что Билл совсем не учился. Просто пресным школьным учебникам он предпочитал те книги, которые ему были интересны и полезны для будущей деятельности. Стив Джобс не был двоечником, но оценки А получал крайне редко. В основном это были отметки B и C, что равно нашим 4 и 3. Но вот учебу в колледже он все-таки бросил. В 1972 году он поступил в Рид колледж в Портленде, но не проучился там и года. Это был частный гуманитарный колледж, который считался одним из самых дорогих в стране, и оплата его обучения давалась родителям Стива очень тяжело. Родителям же он тогда сказал, что не видит смысла в том, чтобы тратить огромные деньги на образование, которое ему не пригодится. При этом еще в средней школе Стив ходил на кружки от Hewlett-Packard в Силиконовой долине, так как там же работал и его отец. Стив получил практику работы на компьютерном заводе, а на кружке у него была возможность работать над компьютерными проектами. Конечно, такой возможности у обычных детей не было, да и в школах не было подобного оборудования. Это и сделало обычную повседневную школьную учебу Стива скучной. Цукерберг, может, двоечником в школе он и не был, но университет, а именно Гарвард, он тоже бросил. Правда, факультет, на котором он учился, не был связан с IT. Марк учился на психолога, но во время учебы он также посещал курсы программирования, поэтому все равно постоянно учился тому, что было ему интересно, и совершенствовал свои знания и навыки. Окей, про миллиардеров так или иначе мы с вами слышали, а что же касается звезд Голливуда? Квентин Тарантино также считал посещение школы абсолютным скучным занятием. Не старался, получал плохие оценки и в конечном итоге бросил школу, после чего устроился на работу в видеосалон с фильмами для взрослых в качестве кассира, а позже стал работать и в видеопрокате. Еще в детстве Квентин обожал кино и пересмотрел множество фильмов. Он хотел стать актером и постоянно разыгрывал различные сценарии со своими игрушками. Когда Квентин работал в прокате, после работы он также посещал курсы актерского мастерства и даже врал в своем резюме, что принимал участие в таких фильмах, как «Рассвет мертвецов» и «Король Лир», чтобы создать впечатление актера с каким-то опытом. Однако получить роли ему это не помогло. Идея же писать сценарий принадлежала не ему, а продюсеру Лоуренсу Бендеру, с которым Тарантино познакомился на одной из вечеринок. Тот убедил будущего режиссера, что писать сценарий — это его талант.
Бросил школу и актер Джон Траволта ради танцев, которые он обожал. Собственно, роль танцора в фильме «Лихорадка субботнего вечера» и стала для него судьбоносной как для актера. Именно после этого фильма Джон был впервые номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Кстати, если бы Траволта не стал актером, он бы наверняка стал первоклассным пилотом. Актер был влюблен в авиацию с малых лет. А так как его семья жила недалеко от посадочной полосы аэропорта, он постоянно наблюдал за самолетами, пролетающими над домом, и представлял себя за штурвалом. Став взрослым, Траволта отправился на обучение, чтобы получить лицензию частного пилота. Необходимо было пройти 35 часов теории и столько же практики. После учащиеся сдавали государственный экзамен по программе PPL FAA на получение лицензии. Кстати, такой экзамен сдавала и Анджелина Джоли, и также обладает данной лицензией. Так что образование Джон все-таки получил, пусть и не школьное, и не университетское. Среди музыкантов большое количество не только двоечников, но и задир и хулиганов. Аврил Лавин, хоть и испытывала чувство неполноценности из-за учителей, которые не стеснялись называть ее глупой, мальчишкам она всегда могла дать фору, если те ее обижали. Они даже стали бояться ее. Школу рок-звезда тоже так и не окончила, решив бросить все силы на творчество и музыку. Кстати, родители поддерживали желание дочери и даже соорудили для нее свою репетиционную базу, чтобы она могла практиковаться. Эминем был двоечником и ненавидел школу не только потому, что не видел смысла в посещении уроков, но и из-за того, что отношения с одноклассниками у него, мягко говоря, не складывались. Однажды после ссоры с главным хулиганом школы будущий рэпер и вовсе провел в коме около недели. Тогда то, что помогало ему хотя бы немного чувствовать себя лучше, было написание текстов. Он направлял свою энергию не в агрессию, а в творчество и начал заниматься хип-хопом. По некоторым его песням, например, Brain Damage, можно было понять, что переживал известный на весь мир рэпер в школьные годы. Он также был отчислен из школы, так как когда его вызвали к доске отвечать параграф об американской конституции, он решил зачитать рэп собственного сочинения с ненормативной лексикой. Многие наши российские звезды тоже не всегда блистали в школе. Певица Нюша любила только несколько предметов: труд, физкультуру, черчение, литературу и английский язык. Собственно, и упор она делала в основном только на них, получая по остальным предметам тройки. При этом учителя ее не ругали. Все знали об увлечении музыкой девочки, что поощряли. Тем более, что Анна, настоящее имя Нюши, часто выступала на школьных мероприятиях и поддерживала таким образом имидж школы. Эту же школу посещала и сводная сестра Нюши Мария Шурочкина, шестикратная чемпионка мира по синхронному плаванию. Актриса Екатерина Климова с трудом справлялась с точными науками, такими как математика, физика и химия. Зато уже с детства у нее отлично получалось играть на сцене, и она участвовала в школьных постановках. В итоговом аттестате Климовой были не самые лучшие оценки, но это ничуть не помешало ей поступить в Щепкинское училище, а позже и построить свою актерскую карьеру. Воспитанием Федора Бондарчука занималась в основном бабушка, так как родители его, актриса Ирина Скопцева и режиссер Сергей Бондарчук, постоянно пропадали на работе. Федор получал плохие оценки, прогуливал, вел не самый здоровый образ жизни. После окончания школы он пытался поступить в МГИМО, но завалил вступительное сочинение, сделав в нем больше 30 ошибок. Дальше, по настоянию отца, Федор все-таки взялся за ум и поступил во ВГИК, который успешно окончил. Друзья, но давайте будем откровенными. Помимо того, что наших героев объединяет нелюбовь к школе, у них есть еще кое-что общее. Учиться они не переставали никогда, просто выбирали другой путь получения образования. Поэтому утверждать, что образование не важно вовсе, нельзя. Знания нужны нам для того, чтобы получить профессию и потом заниматься любимым делом. А без знаний стать хорошим специалистом невозможно.